Ребята, всем огромный привет из Мексики! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Мы по-прежнему находимся в штате Чиапас, приехали в город Комитан, чтобы посмотреть на огромный водопад. Из лагуны Цискау мы сейчас приехали в город Комитан. Будем смотреть достопримечательности здесь. Ну а пока я покажу, в каком отеле мы остановились. Отель называется Эухения. Обратите внимание на его написание. Ощущение, как будто бы отель называется Евгения, но на испанском читается как Эухения. Давайте пройдем внутрь отеля. И сразу же нас встречает очень красивый сад с многочисленными растениями, деревьями. Посмотрите, это даже похоже немножко на пихту. Видно, что за садом ухаживают, все сделано аккуратно. Также видим украшения в виде горшков глиняных. У зоны ресепшена находится диванчик, где можно подождать, пока вас регистрируют, хотя это происходит очень быстро. Здесь можно приобрести товары первой необходимости. В этой комнате находятся интересные антикварные вещи, например, ваза, красивая пантера. Помимо этого здесь печатная машинка старинная. А здесь мы можем посмотреть, как раньше выглядел Комитан в 1963 году. Также в этой комнате можно налить себе чистой воды, горячей, холодной, и выпить кофе. Из этой комнаты попадаем в еще одну, и скорее всего это мебель, которая сохранилась в этом особняке, потому что по факту этот отель это настоящий особняк старинный. Из этой же комнаты попадаем снова на зону ресепшена. Кстати, первый раз не заметила, здесь еще можно поиграть, оказывается, в шахматы. В основной части особняка находятся комнаты. Наша комната располагается на втором этаже. Посмотрите, какой красивый балкон. И название отеля Хотел Эухения. Здесь Кирилл, который ожидает, что мы скоро заселимся в нашу комнату. Добро пожаловать в наш дворец. Посмотрите, какие ровные здесь красивые кустики зеленые. Сейчас поднимаюсь на второй этаж, чтобы показать вам нашу комнату. Иначе мы точно не заселимся, потому что мы стараемся всегда записывать обзор комнаты еще перед въездом. Бывает, конечно, и другие ситуации, когда приезжаем вечером и не получается снимать. Так, у меня уже есть ключ. Так, и заходим в нашу комнату. Так, первое, что мы видим, это шкаф. Здесь у нас двухспальная кровать, телевизор, зеркало. Вот этот вот столик для работы мы попросили нам специально принести, потому что он был в коридоре. Конечно же, нам он необходим, чтобы работать и делать для вас видео. Комната небольшая, но все необходимое, с учетом нашего теперь стола, все есть. Также здесь у нас есть раковина, еще одно зеркало, естественно, унитаз. И, конечно же, душ. Есть и холодная, и горячая вода. Также, как вы видите, в комнате есть телевизор, но чего здесь не хватает, это кондиционер. Для тех, кому прям он необходим, имейте это в виду, но с другой стороны, вот сейчас мы находимся в нашей комнате, и здесь абсолютно не жарко. Мы открыли окно, и дует даже немножко ветерок. В комнате свежо, и даже Кириллу комфортно, хотя он такой, наоборот, любитель, когда в комнате похолоднее. Мы немножко отдохнули в нашем отеле и сейчас пошли на ужин. Решили поужинать в центре города Комитан с видом на красивую церковь.
нам принесли нашу первую закуску, которая состоит в основном из кукурузы и фасоли. Также здесь добавлен интересный соус из майонеза. Если честно, я впервые пробую закуску из кукурузы. Да, чувствуется соленый соус, еще с добавлением зелени. Интересный вкус. Еще в качестве комплимента в этом заведении нам принесли интересный шарик, состоящий из картошки, как нам сказали, внутри есть сосиски и различные специи. Ну, поскольку он небольшой, давайте скорее пробовать. Правда вкусно. В основном, конечно, картошка, зелень. Вот. Колбаски где-то мелко-мелко порублены внутри. Такой похож на хэш-браун или что-то типа того. Мне кажется, тебе вот такую вот большую тарелку, и ты с радостью ее съешь. Да, одну штучку это на один зубок. В качестве основного блюда мы сегодня заказали себе тако. Не простой тако, а жареный тако с креветкой. Очень красивая подача. Здесь идет, получается, соус из бобов и также отдельно еще зеленый соус. Внутри мы видим креветки, зелень, томаты. А ты прям попробуй вот этот фасолевый соус на такос. Я его так прикуску. Так, зеленый. Зеленый соус очень острый, но с лаймом и со стринкой. Похоже, здесь еще авокадо есть. Ну, а так все выглядит. На самом деле, хоть их здесь всего два, но блюдо достаточно, чтобы наесться, скажем так. Вот так, друзья, неожиданно мы с вами еще стали свидетелем свадебной церемонии, которая здесь проходила прямо на площади. А наш сегодняшний день и ужин подходит к концу, но на этом выпуск мы не заканчиваем. Завтра продолжим, поедем на основную достопримечательность этого города. Все, друзья, совсем скоро увидимся. С утра погода была совсем пасмурная, сейчас уже выглянуло солнышко, и мы отправляемся смотреть большой красивый водопад Эль-Чифлон. Ехать примерно 50 минут. Сейчас платим за проезд к водопадам. Мы с вами находимся на восточной стороне водопадов Чифлон. Также здесь еще есть западная сторона. Чуть позже я вам расскажу, чем это все дело отличается. Заплатили за въезд 80 песо, припарковались на парковочке, а теперь вкратце о том, в чем же разница. Значит, водопад Эль-Чифлон, он делится по территории между двумя муниципалитетами. Соответственно, есть восточная сторона, есть западная. Мы сейчас находимся на восточной стороне, и различий принципиальных всего два. Ну, во-первых, у каждой зоны, конечно же, свой отдельный билет. На восточной стороне отличается она от западной тем, что можно дойти не только до главного водопада, но еще подняться выше, а также то, что на восточной стороне смотровые площадки чуть ниже, чем на западной. Вот, собственно говоря, и все два отличия. Мы сейчас с вами приехали на восточную часть. В качестве ориентира восточная часть водопадов называется Эль-Чифлон, а западная часть называется по названию его главного водопада Каскада Вела де Новия. Сейчас мы только вошли на территорию и видим с одной стороны сувенирные палаточки с сувенирами, а здесь можно даже остановиться. Есть небольшие домики, в которых можно проживать. Пока тропинка очень удобная. Слева мы видим, бежит речушка, небольшие каскады, также местные, которые занимают здесь импровизированные беседочки. Сегодня воскресенье, я думаю, мы встретим еще очень много людей.
Местные приезжают сюда с напитками, с едой и на целый день. Водопад Эль-Чефлон состоит из нескольких водопадов, поэтому искупаться можно далеко не ходя. Даже вот здесь уже очень красиво, можно расположиться на бережку, искупаться. Но мы, конечно же, хотим пойти дальше, повыше, дойти до основного водопада, а потом пойти еще чуть-чуть выше. Ну а здесь, похоже, наша пологая дорожка заканчивается, и мы начинаем подъем вверх по ступенькам каменным, но есть перила. Посмотрим, сколько нам предстоит подниматься, как долго. Сейчас увидели указатель с первым, наверное, таким значимым водопадом, который входит в группу водопадов Эль-Чефлон. Называется он Суспиро. И совсем скоро мы его посмотрим. Сейчас мы дошли до следующего водопада, который называется Ала де Энхель. Кстати, по-английски водопад написан с ошибкой. Написано Angels Wings вместо Angels Wings. Пропущена буква J. Давайте скорее спустимся к этому водопаду, чтобы посмотреть, ангелы там или победители. На этом и на предыдущих водопадах запрещено было купаться. Также на табличке был запрет использовать здесь мыло. То есть даже помыться нельзя вот так. Ну а мы продолжаем свой подъем наверх. Во время подъема есть оборудованные скамеечки, где можно посидеть, отдохнуть. Вот даже выпить пивка. Ола. Да. Вот, как вы видите, местные жители очень дружелюбные. Включают музыку, здороваются. Дошли до очередных информационных табличек. Видно, что осталось 450 метров до главного водопада. Также здесь есть экстремальная трасса, которая длится 600 метров. Это что-то вроде зиплайна. Вот здесь находится эта вышка. И можно, видимо, съехать как раз на другую сторону. Также по пути встречаются небольшие кафешки, в которых можно взять водичку, что-то газированное, либо даже пиво. 30 песо стоит бутылочка пепси. По пути к водопаду также еще увидели одну лагуну, где можно искупаться. Написано, что глубина здесь до 4 метров, не так много людей, кристально чистая водичка, но мы будем все-таки двигаться дальше. Сейчас мы дошли до главного водопада, который называется Велла де Новио. В переводе с испанского это значит «фата невесты». Можно подняться еще чуть-чуть повыше, на самую-самую дальнюю обзорную площадку. Прикольный вид такой, поднимаешься с видом на водопад.
На самом верху обзорная площадка достаточно маленькая. Поэтому, как говорится, в тесноте да не в обиде. Все пытаются сделать фотографию с этим красивым, мощным водопадом. Ставьте ваши пальцы вверх, если понравились кадры с дрона. Единственное, что мешало красивым кадрам, так это птицы, которые кружат над водопадом. Огромные черные птицы. Но и без того, я думаю, мы сумели вместе с вами насладиться красотой этого огромного, красивого водопада. Вот здесь мы с вами видим разницу между западным и восточным входом. Поскольку мы пришли с востока, то на табличке мы видим указатель на еще 2 водопада. Можно подняться еще выше. Конечно же, мы это с вами сделаем. Во время подъема наверх увидели еще одну обзорную площадку. Также здесь есть скамеечки, чтобы немного передохнуть. Ну и можно, конечно, полюбоваться главным водопадом. Осталось идти всего лишь 470 метров. Но все время вверх и вверх. Осталось 220 метров. Фу, на самом деле уже очень тяжко. 200 метров последние, наверное, будут самыми тяжелыми. И это еще не финал. Пока еще идем. Ты каждые 10 метров записываешь? Да. Да, может быть, вам кажется на видео, что мы прошли еще километр. А на табличке было 220 метров. Но нет, мы прошли метров 20. Вот, и я решил немножко опять передохнуть. Конечно, тяжело, особенно неподготовленному спортсмену, взбираться на эти высоты. Фу. Больше нет у меня никаких сил и терпения ждать Кирилла, когда он будет каждые 20 метров снимать и отдыхать. Да-да, вот, видите, арея де десканса. Это в переводе с испанского зона для неудачников. Ладно, все, пока неудачник. На самом деле, зона арея де десканса обозначает зону отдыха. Вот, ну а мы с вами поднимаемся наверх. Осталось всего лишь 100 метров, и мы увидим какой-то потрясающий вид. Прошла, наверное, метров 200, а не 100, как было сказано на табличке. И вот здесь вот я вижу прямо каскада Аркорис. И если наверх еще подняться 180 метров, будет Кинсионера. Так, давайте посмотрим. Под ногами у меня тут добегают ящерицы. Я все-таки решила дождаться нашего отдыхающего Кирилла, потому что здесь можно пойти прямо, можно пойти в другую сторону, и не хочу, чтобы мы с ним потерялись. Да, такого трекинга у нас давно не было. Ты как, живой? Дал небольшую фору просто Тамаре. Вот, чтобы потом быстрее ее догнать. Так, не останавливаемся. Вамос, вамос. У-ху! Смотрите, какая красота! Так, новые водные данные. Еще 180 метров наверх. Там уже будет вершина, последний каскад. Поэтому опять дадим фору принцессе малышке и отправим ее первой. Ну давай, догоняй. Пока. Приходи, мы тебя ждем. Последние 180 метров оказались чуть ли не самыми тяжелыми за весь путь. Потому что дорога постоянно вела вверх. Но виды отсюда открываются такие же чудесные. Это самая вершина водопада. Получается, у них каждый каскад называется отдельным именем. В первую очередь мне понравились эти водопады тем, что у них необычный цвет воды. Лазурный-лазурный. Вы знаете, как в Таиланде есть изумрудные озера, а здесь изумрудные водопады. Помимо красивых видов, здесь очень приятно обдувает ветерком, можно передохнуть. Около часа, наверное, мы поднимались к основному водопаду, потом еще около часа любовались им, летали на дроне, потом час поднимались сюда. Единственное, что очень жалко, что мы не нашли место, где можно было бы искупаться. То есть, по крайней мере, возле основного водопада, да, можно было искупаться в самом низу, в самом начале. Но там как-то не так красочно, и мы решили идти дальше. Спускаться вниз, конечно, гораздо быстрее. Сейчас мы спустились к главному водопаду, порядка 20 минут всего лишь. И мы видим, что проход уже закрыт. То есть вот висит табличка, то есть наверх уже не подняться. Сейчас время
около 4 часов, поэтому имейте это в виду. Если вы идете после 3, то может быть уже закрыто, поэтому лучше до 3 часов проходить на самый верх, то есть именно на самый верх. То есть до основного водопада вы дойти сможете, но подняться выше уже не получится, закрывают. Потому что, конечно, темнеет здесь примерно 5:30 в 6, поэтому безопасность превыше всего. Также в местной палаточке мы здесь прикупили напиток, который называется Класс. Mezclas. Это cerveza con jugo? Cerveza con jugo? Sabor a mango. Манго. Ты говоришь, что Мгм. вкус манго. Да. В общем, такой вот напиточек. Это пиво с соком со вкусом манго. Сейчас будем пробовать. При том, что пиво я не люблю, но мне интересно попробовать. Значит, что долго? Пить охота после такого подъема. Так, 50 песо. Посмотрим, как это на вкус. Это вкусно. Я пиво даже не чувствую. Больше на гриб похож. Либо вот на квас с каким-то Да нет, ну это как вкусом. мичеладос. Ну, мичеладос, да. Да, это пиво с соком и с солью. Либо на камбучу еще похоже. Да-да, мичеладос и есть. Пиво с соком, с солью и немного перченое. На самом деле освежает неплохо. Никогда бы не подумала, что мне понравится такой напиток. Он еще такой холодный. И в завершении рекламы местного напитка скажем, что здесь 2,5% алкоголя. Ну и он, конечно же, газированный. Еще примерно полчаса, и мы у главного выхода, или входа, кому как удобно. Поэтому спускались мы в общей сложности 50 минут. Конечно, это гораздо быстрее. Сейчас на выходе хотим попробовать еще тростниковый сок. Давайте покажу, как его делают. Ну, собственно говоря, как и везде, берут тростник, разрезают его, добавляют лайм и прокручивают через эту чудо-машину. Взяли вот такой большой стаканчик за 50 песо, можно было маленький за 25, либо литр за 100 песо. Также еще, оказывается, тростник можно хрумкать как морковку. До этого мы не пробовали. Ну и что? Ты знаешь, мне кажется, что его не съедают. Да, Именно да, жуют сок. как жвачку, да. Дай и- мне с той стороны, с другой стороны попробуй. С другой стороны. Ну, давай вот так. Да. И вот это бери. Видишь? Типа ты ешь, и у тебя сок. Да, кстати, это очень вкусненько. Получается как сахарный, ну, сахар, да, получается, грубо говоря. И он так вот, вы его высасываете из этой палочки, поэтому прикольно. Ну, а сам сок, добавили лайм, немножко льда. Да, очень вкусно. И густой получился сок. Попробуй. Ну, пока принцесса-малышка хрумкает тростниковый сахар, хочу еще пару слов сказать об этом водопаде. Во-первых, что нужно иметь с собой. Это вода, потому что пить хочется постоянно, особенно в жаркую погоду. Нам сегодня с погодой, надо сказать, повезло. В первой половине дня, может быть, было немножко пасмурно, но потом погодка разыгралась, вышло солнышко, красиво светило на водопад. В общем, кадры красивые, поэтому воду имейте обязательно. А если соберетесь подниматься на самый верх, куда и мы, после основного водопада, то желательно, конечно, иметь спортивную обувь, а не как я в шлепках шел. Хочу добавить, что мы были на многих водопадах в многочисленных странах, но здесь очень необычный цвет воды, он лазурный. Такой красоты мы, конечно, еще не видели. Если, друзья, так же, как и нам, вам понравился этот выпуск, понравился этот водопад, не забудьте поставить пальцы вверх и поддержать. Написать комментарий. Да, поддержите этот выпуск своим комментарием. Мы стараемся на все отвечать. Всем до встречи. Всем до новых Всем встреч. пока. Увидимся в Мексике. Пока.